Всем привет! Сегодня мы будем шить конверт с капюшоном. 3 года назад я уже шила такой конверт, только я шила его размером 100 на 100. Ссылку я оставлю в описании под видео. И также где-то вот вверху будет подсказочка на это видео. Видео я решила обновить, так как оно снято давно. И, следовательно, я решила поменять размер самого конверта. То есть у нас будет 90 на 90. Размеры у нас будут вот такие. Вот я все прописала. Также я все размеры оставлю также в описании под видео. И оставлю ссылку на эту схему. Детали я уже подготовила. В этот раз я буду шить из хлопка и плюша. Прошлый конверт был просто из хлопка. Утеплитель вы берете такой, какой вам надо, то есть в зависимости от сезона. Я буду использовать сейчас синтепон. Обычно я использую Альпалюкс, но на начало осени в нем будет жарковато. Поэтому я буду использовать синтепон 100 либо 150. Итак, какие я детали уже подготовила. Я вырезала 2 квадрата 92 на 92. Один из плюша, другой из хлопка. Также я вырезала 2 треугольника для капюшона. Они у меня размером, получается, 2 равнобедренных треугольника со сторонами 35 и 35. Эту сторону я не мерила. Сейчас для вас померяю. 50 сантиметров вниз получается. Но вы ориентируетесь на боковые стороны. Главное, чтобы угол был прямой. Уголки вы можете оставить прямые. Я буду, как и в прошлом видео, их закруглять. Берем обычную тарелочку любого диаметра. У меня диаметр 20 сантиметров. Вот таким образом прикладываем и обводим. Так я буду делать на уголке, вот где наш прямой угол, на 2 деталях. И на всех углах квадрата. Все уголки у нас будут круглые. Булавочками я сколола, чтобы ровно вырезать. Вот так вот получается. С круглым углом будет намного проще сшивать детали. И точно так же мы делаем на квадрате и на всех деталях синтепона. Получается, для уголка будет один слой утеплителя и один слой для квадрата. Итак, когда мы подготовили все наши детали, начнем мы с капюшона. Также еще хотела сказать, что если вы также будете делать ушки, как в том видео, тогда нужно подготовить детали ушек. Ушки могут быть любые. Можно ушки медведя, лисы, зайчика, на ваше усмотрение. Для примера, вот я буду вырезать ушки мишки. Я сначала нарисовала круг, он у меня диаметром 7 сантиметров с помощью циркуля. Вот это основание у меня 6,5 сантиметра. И высота у меня также 6,5 сантиметров. Вы можете делать больше, меньше. Это размер без учета припусков. Вот так вот. Припуски мы добавляем со всех сторон, одинаковые на всех деталях. Я сначала вырезала из хлопка одну деталь, и потом проверила, что она ровная. Так вот выровняла, пополам сложила. И потом уже вырезала остальные детали. Также можете делать из хлопка, из плюша. И еще, так у нас получается 4 детальки из ткани
у меня из хлопка. И еще понадобится по одной детали из синтепона. Я вырежу просто квадратик, а потом лишний синтепон срежу. С капюшоном мы делаем следующим образом. Складываем хлопок и плюш лицом к лицу аккуратненько. Сейчас нас конкретно интересует вот эта вот нижняя линия. Нам нужно ее прострочить. Аккуратно выравниваем. Если вы также используете плюш, тогда почаще скалывайте булавками, потому что плюш, он очень сильно растягивается. С ним сложновато работать в этом плане. Деталь капюшона из утеплителя также можно не вырезать по контуру, как это сделала я. Если вам тяжело работать с синтепоном, шить с ним, просто сделайте его побольше, а потом в итоге его можно подрезать. Вот так вот. После прострачивания деталь плюша может быть немного больше. Это ничего страшного. Обычно рекомендуют плюш вырезать немного меньше размером, но я всегда вырезаю одинакового размера, потому что плюш бывает разный, разной плотности и по-разному себя ведет. Поэтому я вырезаю всегда одинаковые детали, а если что-то лишнее есть, я потом обрезаю. Теперь прострачиваем на ширину припуска. Я буду прострачивать на сантиметр. Вот по этой прямой линии, от начала до конца. Когда я прострачиваю синтепон, натяжение нити я уменьшаю до единицы двоечки. И длину стежка ставлю где-то на 3 примерно. Тут в зависимости от вашей машинки. Я рекомендую всегда заранее потренироваться, попробовать на остатках. Все равно остаются остатки от обрезки, и на них можно потренироваться. В начале и в конце строчки не забываем делать закрепку. Прострачиваем мы не спеша, чтобы слои между собой не ездили. И еще ни в коем случае не натягивайте ткань, просто немного помогайте, потому что если вы натянете, потом будет как присборено. Вот так вот в итоге должно получиться. Мы вот так вот переворачиваем. Вот этот шов разравниваем. Если вы шьете чисто из хлопка, тогда можно аккуратненько, без пара, прогладить. Вот таким вот образом разравниваем, чтобы шов был ровный. И закалываем его булавками. Вот так. И теперь тоже примерно на сантиметр мы прострачиваем здесь, чтобы в итоге потом наши слои не скользили. Вот так получается. Теперь можно аккуратненько сколоть слои и лишнее срезать. Чтобы было проще потом работать, я аккуратненько, буквально пару миллиметров от края прострочу, чтобы слои потом не ездили. Вот так вот получилось. Лишнее все срезала, и получился такой аккуратный капюшончик. Его пока можно отложить в сторону.
и займемся ушками. Для ушек можете взять любой утеплитель, можно потолще, можно такой же, как и для одеялка. Я взяла такой же, как для одеяла. Вот так вот вырезала кусочек побольше, так будет проще шить. Вы можете себе нарисовать вот здесь вот контур, по которому вы будете прострачивать, если переживаете, что ушки будут не одинаковые. Складываем вот лицом к лицу ткань и накладываем на синтепон. Я буду прострачивать на ширину лапки. Срезаем лишний синтепон. И вот по круглой стороне можно обрезать либо ножницами зигзаг, либо вот так вот делаем насечки, не доходя до строчки пару миллиметров. Аккуратно выворачиваем. И теперь, чтобы придать ушкам красивую форму, можно сложить пополам, вот так вот сколоть булавкой и буквально полсантиметра прострочить вот до середины где-то, либо вот так вот сделать. Я буду вот так складывать и прострачивать. Вот такое получается ушко с одной и с обратной стороны вот такое. Со вторым ушком тоже самое делаем. Когда ушки готовы, можно их соединить с капюшоном. Можно это делать уже когда уже все слои разложены, как я делала в прошлом видео. Можно сделать вот так вот изначально на капюшоне. Ушки мы должны разложить на одинаковом расстоянии. Прикалываем. И чтобы при скалывании всех слоев нам не мешались булавки, чтобы они нечаянно не попали под иглу, когда будем строчить, то можно сразу пристрочить ушки. И теперь можно собирать наш конверт. Итак, слои мы раскладываем следующим образом. На самый низ мы кладем синтепон, утеплитель. Далее один слой лицом вверх, у меня это слой из хлопка. Далее мы укладываем наш капюшон с ушками. У нас расцветки должны совпадать, то есть
Хлопок у меня получается к хлопку, плюш к плюшу, лицом к лицу. Все у нас так и должно получиться. И наверх лицом вниз последний слой. Вот такой вот получается бутерброд. По всему периметру мы скалываем булавками. Если у вас тоже плюш, то часто скалываем булавками. И если с плюшем у вас получается так, что съезжает сильно, тогда потратьте время и приметайте все слои. Тогда у вас получится все ровненько. Очень важно, чтобы все края у нас совпадали. И проверяйте, когда вы прострачиваете, чтобы у вас была одинаковая ширина припуска и чтобы все слои были, то есть чтобы машинка захватила все слои. Потому что иначе, когда вы прострочите, если у вас где-то, к примеру, край был чуть-чуть дальше, то у вас будет дырка, вам придется заново выворачивать и заново прострачивать. Поэтому проследите, пожалуйста, за этим моментом. Прострачиваем по всему периметру. Особое внимание и аккуратно мы прострачиваем там, где капюшон, потому что у нас здесь очень много слоев, и машинке будет сложновато прострачивать столько слоев. И где-нибудь внизу, либо сбоку оставьте сантиметров, ну, где-то 15, чтобы вывернуть потом наше одеялко. Вот в том месте, где мы будем оставлять расстояние, хлопок и синтепон я прострочу, чтобы было потом аккуратнее. После того, как прострочили по всему периметру, еще раз проверяем, что все слои прострочили, и выворачиваем. Еще раз проверяем все швы, чтобы все было ровно, все прошито. И аккуратненько закалываем наши отверстия булавками и зашиваем потайным стежком. Когда мы зашили отверстие потайным стежком, нам нужно проложить, не обязательно, но желательно, отделочную строчку.
Вот у нас идет тут по капюшону, и нужно сделать такой аккуратненький переход, тоже на такую же ширину припуска, и отстрочить по всему периметру. Тогда слои не будут ездить и будет аккуратнее смотреться. Чтобы было ровнее, я сначала по периметру опять же сколю булавками, чтобы все было ровно, и потом просто прострочу. Вот так вот я сколола по всему периметру. И сейчас нужно аккуратненько сделать переход. Вы можете разметить себе смываемым маркером, если тяжело. Тут аккуратненько, не спеша, прострачиваем по всему периметру. Вот такой получается переход. И одеялко стало намного аккуратнее выглядеть. Само одеялко уже у нас готово. Еще что сказать по поводу капюшона. Размеры капюшона можете менять по своему усмотрению. Можете сделать больше, то есть чтобы он был глубже, либо меньше. Но меньше, конечно, не надо. Для новорожденного это отличный размер. Осталось сделать бант на резинке. Сейчас нам осталось сделать только бант на резинке. Размеры будут, как я уже говорила, в описании, и схема тоже будет наглядная. Для начала сделаем саму подушечку. Для подушечки я буду использовать цельный кусок. Можно использовать два прямоугольничка, если, например, хотите сделать двухсторонний. Складываем лицом к лицу и накладываем на синтепон. Скалываем это все булавками и прострачиваем на ширину припуска, то есть на сантиметр, и оставляя где-то сантиметров 10, сколько вам удобно, чтобы подушечку вывернуть.
Если вы брали из 2 кусков, тогда прострачиваем по 3 сторонам. Так как у меня тут сгиб, я прострачивать не буду. Лишнее все обрезаем и уголки подрезаем под углом 45 градусов. Вот здесь вот, чтобы аккуратнее получился шов потайной, вот эту часть, сторону хлопка, пристрачиваю к синтепону. Вот так вот получается. И выворачиваем нашу подушечку на лицевую сторону. Уголки выравниваем, выправляем. И опять же аккуратненько закалываем наши отверстия и зашиваем потайным стежком. Проглаживаем, кстати, одеялкой подушечку мы на максимально двоечкой и обязательно без пара. Сильно утюг не прижимая, так вот как бы слегка, чтобы прогладить. Потому что утеплитель, он под большой температурой, и от пара он расплавится. Теперь сделаем резинку. Для резинки нам понадобится самый длинный такой отрез. Можете брать от 90 до 100 сантиметров. У меня 95 сантиметров. Резинка у нас шириной где-то 2,5-3 сантиметра. Можно и шире немного. И длина 60 сантиметров. 60, но можно плюс пару сантиметров. Можно 62, 63. Итак, для начала мы нашу длинную полоску складываем лицом к лицу. Вот так вот по всей длине. Скалываем булавками, либо можете сразу прострачивать. Прострачиваем мы на ширину лапки, либо на сантиметр. Я буду прострачивать на сантиметр. И можно сразу делать петлю. Складываем также лицом к лицу, вот так вот. Скалываем. И прострачиваем по 3 сторонам, вот так вот. Тоже можно на ширину лапки, либо на сантиметр. Здесь уголок срезаем. Поворачиваем все на лицевую сторону. Аккуратненько разравниваем шов, так вот посередине. Проглаживаем так,
чтобы шов смотрел у нас на одну сторону, то есть чтобы не было перекоса. И аккуратно проглаживаем утюгом. Также разравниваем аккуратно шов и все хорошенько проглаживаем утюгом. Вот так вот получается. И вот так вот для петли. Краешек один я заутюжила где-то на полсантиметра, на 0,7. И можно сделать его попроще. Я всегда делаю на липучке, это очень удобно. Мы отмеряем отрезаем сколько надо. И одну сторону мы пристрачиваем сюда, вот таким образом. Вот наш краешек заутюженный, и мы под липучку его прячем, пристрачиваем. А вторую часть мы будем пристрачивать вот сюда. Проверяем, чтобы липучка сходилась, у нас получилось кольцо. Сначала эту. И вторую часть на обратную сторону. Вот так. Вот такая петля должна получиться. И теперь займемся резинкой. Берем нашу эластичную тесьму, булавку и продеваем вовнутрь нашей ленты. Когда мы дошли до сюда, до конца, аккуратненько прострачиваем пару миллиметров от края, чтобы закрепить резинку. Продеваем до конца и второй край пристрачиваем другой частью. Теперь так вот растягиваем, чтобы ровно распределить резинку. Можно заколоть посередине, еще по частям. Я обычно закалываю посередине, чтобы резинка максимально ровно была там. И теперь мы должны прострочить в натянутом виде вот так вот. Растрачиваем, стараемся по шву. Можно сделать 2 шва,
можно декоративный шов зигзагом. Теперь сшиваем нашу резинку в кольцо. Складываем лицом к лицу, то есть вот этим швом наружу. Вот таким вот образом. Тут остается хвостик примерно 0,7, я оставляю сантиметр. И прострачиваем вот здесь по этой части, можно прям вот по этой строчке, которой мы резинку закрепляли. Вот так вот получается. И теперь вот этот хвостик мы вот так подгибаем вовнутрь. Если есть лишние ниточки, лучше сразу их срезать, чтобы они мешались. И вот хвостик подгибаем. Вот так вот, чтобы его не было видно. И прокладываем вот здесь вот строчку. Должно получиться примерно так. Здесь 2 строчки, здесь 1. И край не торчит. Так, все детали у нас готовы. Осталось собрать наш конверт. Соберем сначала резинку и бантик. Бантик можно использовать как подушечку, например, в коляске, либо в люльке. И также для повседневного, например, использования после выписки можно использовать просто резинку без бантика. Вот такой получился бантик на резинке. И конвертик мы заворачиваем следующим образом. Кладем уголок, вот так вот одеялко, нижний край, подворачиваем аккуратненько. Тут смотрите по размеру. Боковину край чуть-чуть подворачиваем и оборачиваем вторым краем. Выравниваем, поправляем все и одеваем наш бантик. И вот такой вот нежный конвертик у нас получается. Он, в общем, двухсторонний, то есть можно и плюшем наружу, точнее, ну, внутренней стороной наружу. Можно, то есть, под настроение или с ушками, или без ушек, к примеру. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!